Всем привет! Давайте разберем, как исправить сбой установки драйвера Realtek HD Audio с кодом ошибки -0001. Значит, в большинстве случаев главный момент ошибки заключается в том, что юзеры устанавливают неправильный драйвер. Нужно устанавливать драйвер от производителя материнской платы с официального сайта или модели ноутбука, например, там, Asus Asper 15, 16, все остальное. Значит, если у вас какой-то стоит драйвер Realtek, переходите в параметры, переходите в приложения, установленные приложения, пишите Realtek, удаляете все, что вы установили, пока дошли до моего видео, удаляете все Realtek-овское, только не перепутайте, это Realtek Ethernet контроллер драйвер от интернета. Удаляете все, где есть Realtek Audio. Удаляете, перезагружаете компьютер, нажимаете сочетание кнопок Windows R, пишите MS-Info32, нажимаете ОК. Далее запоминаете модель основной платы, то есть материнская плата у меня на компьютере Prime, Asus Prime, вот тут видно, что Asus, Prime B450MA. Если ноутбук, будет написан модель ноутбука, там ASP 16, чего-то там еще. Далее переходите, пишите в Гугле или Яндексе свое название Prime B450M, вас перекидывает. И в данном случае я знаю, что это Asus, перехожу на официальный сайт asus.com, нажимаю техподдержка, в разных производителях сайт выглядит по-разному. Вы должны найти графу в своей материнской плате драйвера и утилиты. Далее выбираете, какая у вас Windows 11, 10 или 7. Выбираете аудио и скачиваете. После этого устанавливаете скачанный файл, перезагружаете компьютер, и у вас установится драйвер, звуковой драйвер, и будет звук. Если вы скачивали специально Realtek, чтобы убрать фон в микрофоне и шум, то предложу вам следующие варианты. После того, как вы установили драйвер на материнскую плату сайта производителя, переходите в Realtek Audio Control, в Microsoft Store, он находится в данном случае. В данном случае я использую данную программу. И устанавливаете программу. Она выглядит вот таким следующим образом. В свойствах микрофона есть подавление шума, подавление эха, настройка и все остальное. Все четко работает и все остальное. Смотрите, почему такой низкий рейтинг данной программы. Потому что пользователи заходят сразу в Microsoft Store и устанавливают Realtek Audio Control. Данная программа не будет работать без предварительной установки драйвера с официального сайта. Помимо этого, прежде чем устанавливать данную программу, когда вы скачали с официального сайта материнской платы аудио, вы посмотрите, установилась ли программа. Просто в поиске напишите Realtek и посмотрите, что установилось, так как некоторые производители материнских плат и ноутбуков могут сразу вместе давать драйвер, который имеет функции и с подавлением эха. В этом случае вам тогда нету смысла устанавливать Realtek Audio Control. Значит, если это не помогло и ошибка у вас, скорее всего, при установке драйвера старого Realtek R282, к примеру, ошибка возникает в тех случаях, когда вы скачали его со стороннего сайта и не для своей разрядности. Естественно, если у вас Windows, я не знаю, кто устанавливает Windows 32-битной разрядности, но в большинстве случаев 64. Вы переходите, если вам нужен Realtek, выше способы вам ничего не помогли, переходите на официальный сайт realtek.com, скачиваете вот этот драйвер R2 82 258 мегабайт и устанавливаете его. Если вы скачали драйвер вот этот и у вас ошибка появляется при установке именно с этого сайта, именно драйвер для своей Windows, и ошибка появляется, то нужно скачивать, удалять и скачивать уже драйвер от материнской платы. Все, ошибка должна устраниться. Если ошибка не устранена, сейчас разберу момент,
Это может быть путаница. Вы установили много драйверов с левых сайтов, с официального сайта, там Realtek Audio Control. Вы переходите на специальный сайт Drive Unistaller. Данная программа удаляет остатки драйверов видео и аудио. Нажимаете Software, Display Drive Unistaller, рекламку закрываем. Последняя версия драйвера всегда сверху. Нажимаете, листаете вниз, нажимаете скачать и поддержка. Далее скачиваете вот этот драйвер. Скачать до инсталля. Скачиваете, устанавливаете, я уже установил, открываете. Разработчик данной программы рекомендует запускаться в безопасном режиме. Кто умеет загружаться в безопасный режим, не поленитесь, загрузитесь в безопасный режим и запустите программу. Кто уже совсем не знает, что такое безопасный режим, ну ничего страшного, ничего не поделаешь. Но если вам не лень и вы уверены в себе, что можете разобраться, как зайти в безопасный режим Windows, то проделайте и загрузитесь в безопасный режим. Выбираете аудио, выбираете Realtek, нажимаете удалить и перезагрузить. Это удалит все остаточные файлы Realtek драйвера. После этого момента переходите обратно на официальный сайт, если у вас какие-то либо проблемы при установке, скачивайте свой драйвер от своей материнской платы или производителя ноутбука. Устанавливаете и смотрите, устранена ли проблема. Если вы установили драйвер, звук появился, но в свойствах нет ползунка дополнительной функции, к примеру, убирания эха, подавления шума, также проделываем все заново. Скачиваем Realtek Audio Control и смотрим, устранена ли ошибка с Microsoft Stop, который. Значит, если это не помогло, то нажимаем правой кнопкой мышки по кнопке «Пуск», выбираем диспетчер устройств. В диспетчере устройств, смотрите, если у вас старый компьютер или компьютер до 2014 года, примерно 2015, раздвигаем вкладку «Системные устройства». И далее у меня нет данного, я вам покажу на картинке. Если у вас есть Microsoft Boost Driver Deficient Audio, вот этот вот, то его нужно удалить. Нажимаем правой кнопкой мыши, ну, к примеру, пускай будет вот этот Microsoft Boost Driver Deficient Audio. Нажимаем «Удалить». После удаления нажимаем «Вид», «Показать скрытые устройства», раздвигаем графу «Аудиовыходы» и раздвигаем графу «Звуковые игровые видеоустройства». Удаляем все, что имеет полупрозрачный вид. Все полупрозрачный вид. И здесь тоже, особенно здесь, если будет, удаляем полупрозрачный вид. Перезагружаем после этого компьютер и смотрим, устранена ли ошибка сбоя установки Realtek. Если ваш драйвер не устанавливается, вы уперлись, вам нужна какая-то именно определенная версия, переходим обратно в диспетчер устройств. Кто не помнит, правой кнопкой мыши выбираем диспетчер устройств и удаляем все драйвера в двух графах аудиовыхода и аудиовхода и звуковые игровые, где есть Realtek Audio. Удалить драйвер устройства, устанавливаем галочку, чтобы файлы драйверов удалить, нажимаем «Удалить». Точно так же и здесь. Здесь галочки не будет. Удаляем устройство, перезагружаем компьютер, и он автоматом уже установит те, которые есть уже в системе аудиодрайвера. Значит, вот такими вот методами можно было исправить сбой установки драйвера Realtek HD Audio с кодом 001. Всем пока!